не было никак. Сегодня нас 17 человек, и мы идем смотреть на петроглифы Каракиясая. Петроглифы — это древние наскальные рисунки, а Каракияса — это участок хребта Каржантау. Ну, та гора, которая около Горбатого моста, ведущего в Акташ. До Каракияса из Ташкента мы доехали меньше, чем за час. И начинаем наш подъем по широкой и достаточно пологой тропе, ведущей нас в предгорье Каржантау. Эта тропа хорошо натоптана и, само собой, очень пыльная. Ну а что вы хотели? Сентябрь месяц в Узбекистане, это всегда желтая трава и много пыли. Кстати, до петроглифов нам топать наверх 11 тысяч шагов. А вот до ближайшей воды идти все 23 тысячи, так что запасайтесь заранее. Как вам маршрут? Маршрут превосходный. Этот пес, кстати, без воды и еды добровольно сопровождал нас с самого начала от поселка Сайлык до Петроглиф. Потом уже повернул и убежал обратно домой. Впереди виднеется гора Мингбулак. Мингбулак расположен на границе Узбекистана и Казахстана. И раньше, когда здесь не было границы, здесь тренировались альпинисты. А еще в 60-х годах в макушку Мингбулака из-за плохой погоды врезался грузовой винтовой самолет, кажется, Ли-2. И там под вершиной даже сейчас можно найти осколки обшивки этого самолета. Наша группа дошла до первого приметного места на маршруте. И эта поляна называется Куль, озеро. И уже здесь можно увидеть выбитые на скалах недавно зубилом великие имена наших соотечественников. На память для потомков. Как вы видите, сегодня в походе желтый и темно-бурый цвет, конечно, доминирует. Скажите, сколько надо с собой воды сюда брать на этот маршрут? 3 литра. Мне 1,5 не хватает. Я уже почти все выпила. Мингбулак сложен из палеозойской интрузивной и метаморфических горных пород. На склонах растет арча, иногда нам по пути встречается действительно древний арчевник. В местах, где почва более влажная, здесь можно увидеть и орех, и березу, яблони, шиповник, боярку. Петроглифы Каракиясая расположены на отдельных камнях. Здесь можно найти рисунки козлов, верблюдов, быков. Иногда встречаются изображения пеших людей, всадников и даже колесниц. Вообще в Узбекистане найдено около 150 памятников с наскальными рисунками, и варьируются они от мезолита до позднего средневековья. Наскальные рисунки на Каракие появились не в одно и то же время, а на протяжении столетий. Более древние петроглифы едва различимы, а некоторые фигуры так вообще стерлись. Более древние рисунки здесь предположительно сакского периода. Они отличаются от остальных утонченностью в работе и относятся ко второму, началу первого тысячелетия до нашей эры. А тут вот вам сюрприз. Кто-то, похоже, отколол себе кусочек скалы с наскальными рисунками. Наверное, на долгую память. Сегодня на петроглифах мы не задержимся, потому что нам нужно делать снимки для Инстаграма. Воздух, конечно, сегодня пыльный, но вдали все же можно разглядеть и Чимган, и Червакскую плотину. А после нашей фотосессии на высоте 2700 у нас обед. И нормальный, здоровый послеобеденный сон. Сон в обед — это просто прекрасно. Шавкат, О, расскажите, куда сегодня мы пришли? мы пришли вот под Мингбулак. Сейчас теперь идем вниз к Кызылсу и выйдем на Сокол, оттуда домой на машине. Настя, вы любите спуск? Нет. А подъем? Подъем полегче. Ну а теперь у нас начинается сплошной спуск. Начинали мы свой маршрут от Каракиясая, а теперь спускаемся к речке Кызылсу. Вдоль всей тропы обалденные виды. Если вы досмотрели до этого момента, то не забудьте, пожалуйста, оставить свой комментарий о ролике, о маршруте или просто о вечном и прекрасном. Ваша реакция — это именно то, что и мотивирует делать видео и делиться со всеми на YouTube.
как вам маршрут до Петроглифов? Отлично. Все было слегка. Долго идти вообще? Сколько километров? 17, сказали. Тяжело маршрут? У нас получается. Мы достигаем цели. Вам понравился поход? Да, очень. У Мингбулака вообще есть 3 вершины. И самый высокий пик достигает 2824 метра. А вот это вот гора Дипломат. И ее еще называют Иришка или Учбулак, 3 родника. Кстати, на эту гору, на Дипломат, народ устраивает забеги на скорость. Что еще интересно вам рассказать? Летом здесь сухо и жарко, и почти всегда без дождей. Зато в ущелье прохладно. Снег под вершиной Мингбулака лежит до июля. Осень, как вы сами видите, сухая, и сейчас снег ожидается здесь примерно в октябре-ноябре месяце. Ну расскажите про маршрут, пока мы остальных ждем. Как вам он? Понравился, нет? Очень интересно. Сейчас еще пойдем к водопаду. Все ребята молодцы, только немножко подустали, да, немного. Немножко круг дали, поэтому подустали. А так все молодцы, герои. Спустились с такой высоты, с таких обрывов крутых. Просто великолепно. Я преклоняюсь перед ними. Молодцы. Маршрут был сегодня хороший, была нагрузка отличная. Вот, сейчас мы спустились к водопаду. Пойдем сейчас освежимся и домой. Пока. Настя, ну как? Расскажите про маршрут. Я балансирую на одной ноге, да, так исключительно. Маршрут хороший. Ну, если не считая спусков, ну, вы уже все сами сказали, что спуски я не люблю, все так и есть. А так вообще классно. Особенно первая часть до обеда. Очень понравилось. Вот. Сейчас еще к речке спустимся, ноги, по-моему, вообще прекрасно. Этот сай Козылсу достаточно популярен у туристов. Там есть ванночки, где можно искупаться, есть 3 водопада, березовая роща и даже необычные грибками. В самом начале ущелья Козылсу построен дом отдыха Сок, который раньше был пионерским лагерем, и уже туда можно подъехать на машине. Вот к Соколу мы и держим свой путь. Давайте сейчас я быстренько вам покажу наш маршрут на карте. Первое, как я уже говорил, нам нужен горбатый мост. Едем через него в сторону поселка Сайлык, затем уже пешком двигаемся наверх до Петроглифа. Потом мы спускаемся к Красной воде, ну в смысле Козылсу, и неспешно топаем до зоны отдыха Сокол. Ну вот вроде на сегодня это и все. Так что сидите дома, а мы будем ходить и снимать для вас интересные сюжеты. Олег, кому порекомендуете? Ну, в первую очередь я порекомендую своей жене. Милая Яна, жаль, что ты не пошла в горы сегодня. Такой красивый маршрут. Пока.